Сегодня мы разберем 365-ю главу манги Черного Клевера, которая получилась просто бомбической. И по совершенно неравноценном бою черные быки будут противостоять оверсильному паладину Дамнатио. И по предварительной оценке маны противника, Нахт предупредил свой отряд о том, что их оппонент сильнее Верховного Дьявола, победить которого смог лишь только Аста, да и то полагаясь на помощь сильнейших. Так что в этой главе они будут делать все, что в их силах, превосходить свои лимиты для того, чтобы выиграть немного времени на запуск врат и возвращение Астера, которого, оказывается, Нера не хватало целых 500 лет. Глава получилась просто супер, все ультуют, стараются выложиться по максимуму, так что давайте начнем данный разбор скорее. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 365-я глава манги Черного Клевера. Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Как и предполагалось в прошлом ролике, в конце 364 главы, после полного разгрома черных быков и ваншота Гошо и Грей, Нера все-таки кастовала заклинание запечатывания всего полученного урона и боли за время битвы. И если раньше ей нужно было непосредственно прикоснуться к человеку, чтобы произвести манипуляцию с запечатыванием, то теперь, используя руны и, видимо, истинную магию эльфов, она смогла создать обширное заклинание, способное по площади на каждого черного быка наложить статус-эффект запечатывания урона и боли. И это безусловно круто, ведь после потери Грей, которая единственно в данной ситуации поддерживала выжимаемость отряда, у черных быков все же появился второй шанс, и пока есть такая возможность, они будут сражаться до последнего. Но как говорилось в прошлом ролике, и в этой главе Нера тоже сама об этом сообщила, запечатывание урона и боли хоть и звучит круто и имбово, вот только оно не является полноценной заменой лечения или трансформации материи Грей. Кстати, об этой парочке. Заклинание Нера им скорее всего также сможет помочь, но смотря на состояние всего отряда, видя, что они все еще выглядели побитыми, что-то мне подсказывает, что это особо не сделает им погоды, ибо раны по сути-то остались, а не чувствуя боли, мое предположение о том, что Грей попробует спасти Гошо ценой своей жизни, становится еще более правдоподобным. На поле боя же сейчас происходит нечто невероятное. Чарми принимает облик Дварфа и активирует магию еды, поглощая магию паладина и его пешек, после чего их же мощью выносит несколько противников, уверенно подбираясь к самому Дамнатио. В сражение также подключились и остальные черные быки, однако перед этим они запретили Нера находиться рядом с Генри и Гордоном. Видимо, побаивались за то, что проклятие Генри может истощить ее силы, а значит сразу же поставит крест на их дальнейшем сражении. Но мне, если честно, показалось это странным, ибо пока рядом с Генри находился Гордон, он мог манипулировать его проклятием, но, видимо, черные быки решили перестраховаться. Пока Чарми, Лак, Зора и Магна шли непосредственно в атаку на Дамнатио, Нахт, используя двойную ассимиляцию с дьяволом, своими демонистскими псами защищал волка Чарми, чтобы тот мог беспрерывно поглощать ману противника, делая тем самым свою владелицу намного сильнее. Вот только с этого момента Дамнатио начало понемногу надоедать, и рвение этих людей предотвратить невозможное. И хоть они и вправду смогли немного задержать его, но увы, по словам противника, дальше им зайти было уже не суждено. После чего, используя силу дьявола, Кира буквально мгновение наносит Чарми просто какой-то колоссальный урон, мигом выводя ее из строя. Точно так же он поступил и с Зорой, которому он даже не позволил коснуться к себе. Затем противник соизволил рассказать им напоследок, что некоторых из святых рыцарей Люциус может наделить второй магией, говоря, что после того, как высший дьявол Баал был очищен,
закончен, он был помещен в Дамнатио вместе с его магией атмосферы, сказав, что теперь незримая сила будет вершить над ними суд. И на самом деле пока неизвестно, как работают магические атаки на основе магии атмосферы, но ее исходящий урон просто поражает, ибо ему ничего не стоило разорвать демонических псов Нахта, будто они были просто воздушными шариками. Предположу, что магия Баала позволяет манипулировать атмосферой вокруг себя, тем самым уплотняя ее, буквально стопоря противника в невидимую стену или ловушку, после чего некими атмосферными лезвиями наносил удары, кромсая их на фарш. Так, по крайней мере, выглядит, и пока нам не рассказали об этой магии подробнее, что я думаю будет уже очень скоро, хотелось бы узнать ваши мысли насчет работы атмосферной магии. Может, она вообще способна влиять на погоду, как один из вариантов. Смотря на то, как ее товарищи изувечивают прямо у нее на глазах, Нера невольно начала себя спрашивать, почему она здесь, почему не сдалась. Ведь целых 500 лет она жила только ради своей миссии, а благодаря тому, что после использования запретных заклинаний она превратилась в птицу, ей более-менее удалось пережить одиночество длиной в 500 лет. Ну а после выполнения миссии ей было незачем больше жить, и Нера было вовсе все равно, если бы даже в ходе выполнения задания и устранения Закрида она погибла, ибо ей незачем было жить в мире без Люмьера. Однако тот после победы наоборот попросил в прошлом Секре, а сейчас Нера отыскать свое счастье и друзей уже в этой эпохе, после чего она осознает, что все, что сейчас ее держит здесь, все, ради чего она так старается, все это из-за отряда черных быков и непосредственно Асты. Вот только, что бы они ни делали, на какие риски бы они ни шли, Магна даже попробовал использовать цепь смертельного боя. Все это было тщетно. Дамнатио без труда противодействовал их приемам, а вновь еле собравшегося черного быка он высек всего одним ударом, запустив его прямиком в резиденцию королевы ведьм, где как раз и проводился ритуал врат судьбы. Кстати, Нера не послушала слов своих товарищей и осталась вместе с Генри в черном быке, после чего она была побеждена и вышвырнута в круг ритуала. А будучи уже внутри, Дамнатио мигом разобрался со всеми ведьмами и даже с королевой ведьм. Не, ну это меня прям сильно огорчило. Да, противник сильнее Верховного Дьявола, но блин, королева ведьм одна из сильнейших и таинственных персонажей. Плюс еще и Руш, отменяющий судьбу, был здесь, но все равно они были разгромлены. Дамнатио сразил всех, кто мешал ему. Осталась только Нера, которая после падения с такой высоты еле могла позволить себе просто немного облокотиться, смотря на лицо врага. Не то чтобы встать на ноги. В этот момент, будучи на волосок от смерти, Нера все вспоминала, ради чего все это было, кто стал ее смыслом жизни после ухода из этого мира Люмьера. Ведь благодаря этому пареньку без магии Нера снова нашла свой смысл жизни, нашла друзей, и ее сердце вновь восстановилось после столь долгого времени одиночества. И все это благодаря Асте, поэтому Нера умоляла, чтобы он как можно скорее пришел к ним, ведь без него им не справиться в этой битве. И черт подери, Аста откликнулся на ее мольбу. Оказывается, когда в прошлой главе Ванесса говорила, что осталось еще совсем немного времени, она говорила правду. И до того, как в резиденцию пришел Дамнатио, врата судьбы уже были запущены. А раз уж Кира не уничтожил их, Астерикс и смог вернуться. Что сказать, Дамнатио Кира получается лох. Надо было целиться по вратам, а не тратить свое время на других. Но блин, как же круто, Аста вернулся из страны Хина, положив свою руку на голову Нера, будто говоря ей: не беспокойся, все будет хорошо, я здесь. Да, все это было по канонам жанра, но это все равно не отменяет тот факт, насколько же шикарно выглядит эта картина. Ох, ребята, похоже в следующей главе нас будет ждать мясо, ибо как только Аста лучше осмотрится и увидит последствия правосудия Дамнатио, то паладину придется несладко. Очень приятно было слышать, что Нера нашла свой смысл жизни после 500-летнего одиночества. И теперь ее герой вновь пришел победить суперсильного противника. И по итогам того, насколько легко у него получится расправиться с врагом, мы сможем сделать выводы, насколько сильно он прокачался. А самое крутое, что перерыва на следующей неделе нет, значит главу ожидайте от меня в следующий четверг. Ну и также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.